Привет, меня зовут Максим Ярошкин, это канал Go Fingerstyle, и послушайте, я сейчас сыграю звук, который будет между аккордами. Вот. И вот. Этот скрип, свист, не знаю, как его назвать, как от него избавиться, как его избежать, об этом сегодня поговорим. С одной стороны, он, конечно, неприятный, особенно когда записываешь гитару и летит в уши, прям неприятно. Но с другой стороны, абсолютно от него избавиться и добиться вот такой стерильности не получится у нас в любом случае. Ну и действительно, не надо абсолютный стерильный звук, потому что вот этот скрип — это часть звука акустической гитары, это ее характер. Поэтому в видео я расскажу, как сократить этот звук, сократить его мерзость, но не избавиться полностью. И первый способ, я думаю, самый очевидный. Будем все разбирать на примере этих 4 аккордов, которые я играл в начале. Они, получаются, все одной формы. Первый до мажор. И что происходит тут? Мы его поставили, потом мы перетягиваем все в пятую позицию и убираем средний палец. И вот когда мы перетягиваем, как раз и происходит этот мерзкий звук. Но мы можем, в принципе, же расслабить руку и расслабленную уже перетянуть. Но тоже звук не уходит. Поэтому нам нужно не только расслабить руку, но и оторвать пальцы от струн и аккуратненько потом поставить. Это достаточно непросто, это нужно сделать супер быстро, но это работает, послушайте. Может, вам удобнее будет делать вот эти вот прыжки не в этой аппликатуре, а с помощью большого пальца. То есть не вот так, а вот так. Конечно, не идеально, все-таки где-то подсвистывает, но согласитесь, намного меньше этого свиста, и он в уши не бросается. Он действительно является частью натурального звука гитары, и приятно, в принципе, слушать. Тут есть небольшой такой подспособ, потому что он не во всех ситуациях работает, но в ситуациях типа нашей, когда у нас аккорды на баре, и их надо вот по всему грифу таскать, работает. То есть, смотрите, я делал скачок, то есть отрывал все пальцы, а я могу отрывать все, кроме указательного, а указательный я вот так наклоняю, чтобы касаться им только первых 2 струн или первой одной. Потому что у нас вот этот мерзкий звук, он же как раз от оплетки идет, а здесь его нету. И поэтому я вот сыграл аккорд, вот так наклонил, перетянул и поставил. Дальше наклонил, перетянул. Ну, конечно, это все быстро делается. Если в быстрых, таких грязных роковых композициях мы можем этот звук замаскировать с помощью правой руки, ну, например, то в медленных композициях вот этот скачок намного удачнее звучит. Послушайте. То есть, как бы вот тут всю интимность момента, интимность звука, этот звук скрипа портит. Если я перескакиваю, то послушайте. Мне кажется, это намного лучше. Чтобы использовать следующий способ, нужно хотя бы немного знать гриф. Знать, как один и тот же аккорд брать в разных позициях. Например, у нас здесь 4 аккорда. И они все в 4 разных позициях. Но я же их все могу взять в одном месте. И тогда мне не будет этого звука, это все будет здесь гладенько. Конечно, это будет звучать не в точности так же, как здесь, но аккорды те же.
Или еще хитрее, сейчас каподастр возьму. Аккорды те же самые, тот же до мажор, ля минор и так далее, но за счет каподастра я буду использовать другие аппликатуры, которые, может, здесь удачнее будут. Классический пример из Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Вот я ввожу эту форму по всему грифу, хотя могу играть... избежать от этих скачков позиций. Окей, с аккордами, в принципе, разобрались. Но что делать, если этот звук возникает, когда мы играем не аккорды, а что-нибудь фингерстайловое или соло какое-то? Ну, например... Видите, тут прям явный такой звук. Или в каком-нибудь солике. Это как бы уместно, но когда этот звук громче, чем сама нота, то это уже портит все впечатление от исполнения. Можно, конечно, тут заморочиться с техникой левой руки, потому что этот звук возникает именно когда мы твердо поставили палец на лад, и также твердо мы его тянем. Вот это трение. То есть можно поставить твердо, потом расслабить как-то и перенести, но когда хочется слайд именно сделать... Но я применяю другой вариант. Специально все видео играл на этой гитаре, потому что на ней установлены обычные струны D'Addario, самые обычные, без покрытия, и на них у меня именно такой звук. Я не говорю, что струны плохие. Может, если какое-то время я бы поиграл, я бы перестроился автоматически, как-то у меня техника поменялась, и этого звука было бы меньше. Но вместо этого я просто выбираю струны с покрытием, а именно эликсиры. К моему величайшему сожалению, это видео не спонсируется эликсирами. Друзья из эликсира, если вы смотрите, это Drop Me a Line. В чем идея? На эликсирах какое-то волшебное покрытие, которое как раз вот это скольжение делает более гладким. Оно не убирает этот звук полностью, он все равно есть. Послушайте. То есть этот звук есть, но он сильно тише. Сильно тише. Это именно из этого волшебного покрытия. Именно из-за него многие, кто пробует эликсир, говорят: фу, они такие скользкие, какие-то вообще некомфортно. Это потому, что вы привыкли к обычным струнам. Это не хорошо и не плохо, кому что нравится. Но если вас бесит этот звук вот этого скрипа, то попробуйте эликсиры с покрытием NanoWeb, именно фосфор-бронза, и послушайте, как вам. Блин, этот совет, он звучит чертовски рекламно, но... К сожалению, он не оплачен эликсирами вообще. Однако, это не значит, что у этого видео нету спонсора, и спонсор я. Помните, в начале видео я говорил, что мы можем подбирать аккорды в одной позиции, чтобы этого звука не было, но для этого нужно знать гриф, как строятся аккорды на грифе. Для этого у меня для вас есть специальный курс, он так и называется — «Аккордовая Камасутра». Подробнее о нем вот здесь вот, либо по ссылке в описании, и напишите в комментариях, пожалуйста, помог ли какой-нибудь из способов вам, или может у вас есть свой способ, тоже напишите, я уверен, остальные будут вам только благодарны. Ну и лайк, подписка, колокольчик, я думаю, даже не надо напоминать, это все само собой. Увидимся на канале. Пока!